Когда в 18 лет появился, там, я получал по 50 писем в день от девчонок. И, конечно, все газеты, журналы там писали, что вот молодой хоккеист появился. Для меня главное был коллектив. Коллектив и победа для нас, для нашего народа, для нас это было священно. Это трудно объяснить, хотя все-таки хоккейное братство вратарское оно и есть. Вратари особые люди, и как-то даже при всех неприятных вариантах между командами, когда мы не все команды любили друг друга, вратари друг к другу всегда относились с уважением. И я хочу сказать, что, конечно, то, что Жак План пришел в раздевалку, хотя и по-английски не понимал ни одного слова, он мне все нарисовал, как кто действует, куда Эспозито, как Курное бьет, и только так. Конечно, я там мало чего уловил, но дело в том, сам факт, что он пришел поддержать молодого вратаря, чем его двинуло, мне трудно сказать. Может быть, то, что он думал, что мальчик приехал для битья, тут ему 20 шайб набьют. Но я не думаю, что так. Потому что он уже видел, как мы играем, он знал, что силу нашей сборной, и просто он по-человечески хотел меня поддержать, чисто психологически, перед этим важным матчем. Я очень ему благодарен. После 1972 года мы стали познавать национальную хоккейную лигу, они познавать нас. И, в принципе, вот это познавание вылилось в то, что хоккей поменялся в мире, особенно канадский. Они стали играть более в наш европейский хоккей. Если вы сегодня видите вот на мировой кубок, посмотрите, как они входят в зону, как они играют в пас. Такого в 1972 году не было. 80-е годы это, конечно, пятерка знаменитая, вот это КЛМ, где защитники и нападающие наводили просто страх на другие команды, потому что не знали, кого держать, потому что там Фетисов и забивал с Касатоновым не меньше, чем нападающий, и была взаимозаменяемость, придуманная Тихоновым, конечно, эти 5 игроков, они просто потрясли мир. Да, и они, в общем-то, заставили просто посмотреть по-другому на хоккей. Оставалось 7 секунд до конца первого периода. Значит, игрок, там был Первухин и Беллидинов. И игрок, практически подходя к нашей синей линии, бросил шайбу. Я ее мог спокойно поймать, но я думал, что осталось там 7 секунд. Я щитки сдвинул, и она шайба мне попала в щитки, и очень большой рикошет. И прямо шайбу это моя ошибка, что я ее не поймал. Мне надо было поймать, и все. Нет, я думал, что 7 секунд, все равно игра заканчивается. И как раз шайба вперед меня на большой отскок. И мои два игрока тоже, два защитника, я не знаю, что они делали, мимо них он проскочил. И я уже знал, что остается 1 секунда до сирены, что он меня, обыграть у него нет времени, я выкатился под него. А он взял, обвел шайбу и как раз вместе с сиреной забил шайбу. Это, конечно, уникальный гол. Вообще я не помню за всю историю, может, меня один раз посадили на лавочку. И здесь на Олимпиаде при счете 2-2, когда еще только первый период, это не конец. Поэтому для меня это был шок, откровенно говоря. И для команды, а для нашей тоже это был непонятный вариант. Это и Михайлов, и Петров, они всегда говорят об этом. А с другой стороны, с американцами, это был подарок. Почему? Потому что это не говорит о слабости Мышкина. Нет, это говорит о том, что психологически им дали козырь. Даже фильм, который «Миракл» есть, когда они увидали, что Третьяка нет в воротах, для них это был стимул. Мы дали им посыл к победе. Хоккей – это очень национальная наша игра. И когда мне Владимир Владимирович в свое время, в 2006 году, поручал такую миссию, сложную, почетную, стать президентом Федерации хоккея, он сказал, что 15 лет нет побед, а мне победы нужны, мне россиян объединять надо. Если вы приедете сегодня в Вашингтон, то там 20 тысяч стадион, из них 10 тысяч Овечкиных сидят в майке. То же самое в Питтсбурге и в других командах. А наши хоккеисты, они являются послами российского хоккея. И играют сегодня в Национальной хоккейной лиге, они все равно россияне. И к ним относятся как к россиянам. Поэтому они несут флаг российского хоккея сегодня за рубежом на самом высоком уровне. В первую очередь, когда
я пришел в Федерацию хоккея, и мы с командой, с которой я работал, первая задача была, это чтобы игроки играли за нашу команду. Потому что, к сожалению, до нас были моменты, когда хоккеисты не хотели ехать. Почему? Потому что, когда проигрывали, их журналисты и сами тренеры не всегда говорили хорошие слова. И люди, которые играли в НХЛ, они говорят, зачем нам? Мы проигрываем, своими опускаем, нас все время, значит, критикуют, в общем-то. И поэтому многие хоккеисты не хотели играть. Нам главная задача вернуть веру в Федерацию хоккея, веру в национальную команду, и то, что мы это сделали. Благодаря, конечно, вот тренеру и Быкову, и Захаркину, которые очень много сделали в этом плане. И мы совместная работа дала результат, что у нас ни один хоккеист не отказался. Практически 10 лет тому назад у нас одни иностранцы играли. И финал чемпионата страны играли то финны со шведом, в воротах стояли. Голод был на вратаре национальной сборной. И мы приняли решение платить Федерацию хоккея 9 миллионов рублей или не платить ничего, но берите русского. Хотя на меня много критических стрел, что вот Третьяк берет деньги, не платите ничего, но возьмите русских. Такие команды, как Новокузнецк, которые не богатые, они стали брать игроков, и Локомотив, и многие стали брать. И вот появились эти игроки, они, вратари, очень благодарны мне и Федерации, то, что произошло. Хотя многие выступали против этого, особенно критиковали во всех газетах. Я вам приведу пример. Хоккей Канада. Они на протяжении многих лет проигрывали нам, молодежной команде, юношеской сборной. И меня подходит президент Хоккей Канады и говорит, Владислав, вот видишь, мы проигрываем. Я говорю, у тебя хороший нападающий, а вратаре у тебя проблема. Так что вы думаете, они ввели лимит. В Канаде лимит на вратарей. У них сегодня ни один иностранец не может играть за юношескую, за молодежную, в юношеских лигах. На Олимпиаде, допустим, в Сочи я сказал Беледину, что главный вратарь это должен быть Бобровский. Но он сказал, что с Варламовым я выиграл чемпионат мира, он его поставил на основной матч. Мы проиграли финал. Да, я ему так сказал, что ты молодец, ты идешь по моим стопам. Я просто в восторге от него. Он вообще очень скромный парень. Когда он на мировом кубке подошел к нему, я сказал, что просто восхищаюсь его игрой, что он действительно мирового уровня вратарь. Когда я был в Чикаго тренером, у меня 7 вратарей было. Они так пахали, что они, хотя я им объяснял все, как делать, они все 7 вратарей хотели быть лидерами. Они грызли лед. Вот я им сказал, от синей до синей, до сантиметра не мог кто-то добежать. Все делали, кувыркались, и чего они только не делали. Те тоже могли, 7 вратарей, канадцев, там американцы, они могли просто подумать, что русский приехал нас учить. Нет, все, и Гашек там был, и Белфорд, и Миллер, там знаменитые вратари, которые, они все пахали, извините меня. Гашеком особый вариант был. Он неплохой вратарь, конечно, но он играл в другом стиле, и Белфорд его переиграл. Но ему дали возможность несколько игр с НХЛ сыграть, но они были не очень удачными. Потом его отправили в фарм-клуб, и мне Майк Киннин сказал, приезжай, посмотри на него. Я приехал посмотреть, он за 2 матча в фарм-клубе пропустил 12 шайб за 2 матча. И он мне говорит, Владислав, скажи тренеру, что я плохой вратарь, я хочу уехать в Кёльн, мне уже там деньги, мы уже договорились. Но я думал, если я приду к Киннину, к Майку Киннину, скажу, что я плохой вратарь, моя плохая работа, правильно? Я говорю, да, я скажу. Но сам я пришел, сказал, что не, он хороший вратарь, ну просто там неудачно сыграл, там, защитники плохо сыграли. Вот, и он его оставил. А потом уже он сыграл последний матч против Питтсбурга на плей-офф, когда мы в финале играли. Показал там хорошую игру в последнем периоде, очень здорово играл. И это ему как визитная карточка, его поменяли потом в Баффало. И вот Баффало он заиграл. В принципе, он должен мне сказать спасибо, что я его не отправил в Кёльн. А он стал 4 раза, по-моему, лучшим вратарем. Монреаль Канадец, они приезжали, они 3 раза сюда приезжали, любые деньги давали. Вот. Но Политбюро решило, что мне не Третьяку, значит, он не поедет никуда, Третьяк останется здесь, потому что у него папа большой военачальник, хотя у меня отец никакой военачальником не был. Вот, обманули Монреаль Канадец. Это мне сам Савар рассказывал, генеральный менеджер, как они встречались с Сусловым, вот, с послом Канады, и вот просили, чтобы я переехал в Монреаль. Монреаль действительно ждали меня, и когда мне ввели вот, в 100-летие хоккея, значит, в первую 5 мирового хоккея за всю историю, то Патрик Руа мне вручал этот кубок и сказал, большое вам спасибо, что вы не приехали в Монреаль, потому что меня взяли, и я стал играть за эту команду.